Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке на примере латинской буквы R мы воспользуемся дельта-фильтром. В обычной ситуации нарисовать букву R вообще никакой проблемы не составляет. Берем готовую букву P, если быть точным. Так, копируем ее контур, вставляем, подвигаем. Тут она у нас чуть жирнее получается, это нормально. Дальше берем инструмент, что это у нас инструмент Pen Tool, и просто дорисовываем ножку. В принципе, да, нужно повернуть направление, и все, буква у нас готова. Но что если, допустим, мы хотим изменить общее настроение нашего шрифта, например, все округлые части будут более квадратные. Когда мы начнем исправлять вот эту букву P, делая ее более ярко выраженным квадратным рисунком, нам придется переделать и букву R тоже. И все образованные от буквы P с такими же овалами буквы в том числе. Делать это не очень удобно, поэтому что сделаем? Мы можем воспользоваться элемент-фильтрами, элемент-референсами точнее. Для этого я выбираю элемент Tool, копирую элемент буквы P. Вот это все можно удалить. И просто с зажатым Ctrl-Shift-V, либо через Edit вставить элемент референс. То есть обычный элемент, если я вставлю, то он будет также не связан с буквой P. А если я вставлю элемент референс или зажму комбинацию клавиш Ctrl-Shift-V, то у меня вставится элемент референс буквы P. Мы это видим по вот этой вот двоечке, которая говорит нам, что этот конкретный элемент используется у нас два раза. Вот. Ну, допустим, сделал я то же самое, точно так же уже в новом элементе нужно нарисовать, потому что если начну рисовать в этом элементе вот эту вот ножку, то она у меня добавится и в букве P. Разумеется, нам это не нужно, поэтому я ее удаляю, создаю новый пустой контурный элемент и в нем могу нарисовать ножку. Сейчас максимально ее попытаюсь повторить. Допустим, вот так она выглядит, вот так и вот так. Направление мы сейчас исправим, чтобы когда мы слили эти контуры, они нормально выглядели. В общем, ну примерно вот так мне нравится, что она выглядит. Тут размер мы особо не будем сейчас на него обращать внимание. Вот, но тем не менее. Что это нам дало? Мы теперь можем любые изменения дублировать, но на самом деле вот этот овал, он не должен быть точно такой же на 100%, как и полуовал, точнее, в букве P. Он должен быть немножко меньше. Делается для того, чтобы компенсировать вот это вот место такое более темное относительно других частей буквы. Поэтому для таких целей у нас есть дельта-фильтр. Дельта-фильтр — это фильтр, который позволяет поверх существующего контура передвигать узлы таким образом, чтобы они, как бы основываясь на элемент референсе, не деформировали основной рисунок. То есть я могу взять за основу вот эту букву P и на ее основе нарисовать букву R с более маленьким таким полуовалом, который здесь у нас есть. Что для этого нам нужно? Мы вставили через элемент референс этот контур, и теперь нам нужно добавить к нему дельта-фильтр. Мы выбираем именно этот элемент, потому что этот нам править не нужно, он нигде больше не используется. Выбрали его, и вот здесь находим в пункте элемент «Добавить скин-фильтр», точнее добавить дельта-фильтр. Мы выбираем его, и у нас он становится синим цветом. Каждый узел нашего элемент референса превратился в такой синий кружочек. Синий кружочек — это, скажем так, виртуальные узлы поверх существующих узлов. В зависимости от того, какой они формы, они себя ведут немножко по-разному, как и, например, умные узлы, Genius узлы, которые в зависимости от того, там это по направлению X или по еще какому-то направлению двигаются только в одном из сторон. Какие положения у них бывают, мы сейчас с вами разберем. В данном случае, сейчас изменяя вот эти синие элементы, мы не будем трогать вот эту оригинальную букву P. Давайте разберем этот виртуальный скелет. Вот этот вот по умолчанию синий кружочек говорит нам о том, что этот узел не имеет какой-то своего конкретного положения. Он просто находится здесь, и если вдруг я буду взаимодействовать с какими-то другими
узлами, вот я выделил красным 2 нижних, и, например, сдвину это вверх все. Нажму Ctrl, сдвинул, и теперь мы видим, что у нас вот эти узлы передвинулись на 100 юнитов, а все остальные, так как они никак не закреплены, они ушли тоже вверх. Такая точка, она в целом не привязана ни к чему, кроме оригинального контура, и в зависимости от того, какие положения у контура по краям, она между ними интерполируется. То есть, если, грубо говоря, например, я вот эту поднял на 100, теперь выделю вот эти вот части, но на этом виртуальном скелете, и сдвину их вниз, ну, допустим, вот сделаем по 50. Я отключу пока маску, чтобы он не мешал, и вот эти сдвину по 50. Что у нас произошло? Эти у нас опять сдвинулись, и как бы толку от этого никакого нет. Но если я теперь возьму вот эту часть на виртуальном скелете, выделю ее и зажатым шифтом сдвину вверх, мы увидим, что те синие точки, которые у нас не имеют какого-то вот конкретного назначения, они просто интерполируются. То есть они не остались где-то вот здесь снизу и не сломали контур. Они просто вот нашли наилучшее положение между конкретно зафиксированными точками. И вот так, если мы посмотрим сейчас, мы увидим, что у нас буква P в целом сохранила всю плавность. Конечно, она выглядит странно, но тем не менее. Но при этом основной контур вот здесь у нас никак не деформировался. Теперь, если я его захочу сдвинуть, то мы увидим, что поверх этого оригинального элемента у нас эти точки тоже сдвигаются, интерполируются. То есть это такая вот интерполяция виртуальная, которая позволяет нам как-то модифицировать оригинальный контур, но при этом оригинальный контур не портить. В общем, основную идею вы здесь поняли. Это у нас, мы говорим сейчас про вот такие круглые синие точки. Следующий вариант наших точек, которые мы будем часто использовать, это такие вертикальные либо горизонтальные прямоугольники. Горизонтальные прямоугольники и вертикальные, они двигаются только в одном направлении. То есть, если мы, например, возьмем вот этот, а вот этот не станем трогать и сдвинем его в сторону, то наша точка, вот эта, если мы про него говорим, она все так же находится на удалении на 50 юнитов вверх. Но при этом, если мы возьмем вот эту точку, попробуем ее опустить выше или ниже, она все равно останется на таком же самом месте. Это говорит нам о том, что это сдвиг только в одном из направлений. Горизонтальные работают по такому же принципу, и сейчас попробую это сделать. Если я, допустим, вот это верну на место и попробую сдвинуть вот так, мы видим, что он теперь горизонтальный. Если я попробую поднять вверх, он поднимается. Вот эта точка, вот она смещается сюда. Но если я начну ее сдвигать прямо или, ну, в общем, направо и налево, она останется на той же самой высоте. То есть в целом, комбинируя такие штуки, можно очень классных эффектов добиться. Синий квадрат — это опорная точка, которую обычно я использую в качестве фиксации контура, чтобы он не уезжал куда-то далеко. То есть в целом его можно двигать точно так же вверх, вниз, вправо и влево, но при этом он меняется на тот тип, куда мы его сдвинули. То есть можно его даже вот так под углом сдвинуть, и он меняет свой тип. То есть это в данном случае это как бы просто такой способ зафиксировать эту точку, если мы не хотим, чтобы она двигалась вообще. Потому что если она будет вот такого типа, то она ни к чему не привязана, и она будет интерполироваться как угодно. Поэтому я сейчас верну все в исходное положение, мы поймем, на что именно влияет вот этот квадрат и для чего он нужен. Итак, у нас есть задача сделать вот эту часть как можно меньше, но при этом, если мы начинаем двигать вот эти узлы, у нас вот этот контур, вот эта буква уезжает вверх. Это неудобно. Что нам для этого нужно сделать? Нам не нужно ничего вниз опускать, нам достаточно просто кликнуть на один из таких узлов, который находится с противоположной стороны, 2 раза, даже нет, несколько раз, чтобы его зафиксировать вот в такой тип. И тут тоже точно так же мы несколько раз переключаем, все смещается. Теперь вот как бы мы вот это вверх не двигали, вправо или влево или куда-то еще, конкретно вот этот узел, он зафиксирован. Я могу его сдвинуть куда угодно, но в целом в таком положении он не позволяет как бы съезжать куда-то дальше. Вот. И еще один вариант этого узла — это такой же круг, но большого размера. Если, допустим, я возьму вот этот вот квадрат и сдвину его вверх или вправо-влево, мы увидим, что он превращается в прямоугольник, но если я сделаю это по диагонали, то он превратится в большую вот такую круглую точку.
Это говорит нам о том, что он у нас смещен в двух сразу плоскостях. И такое тоже нам часто нужно будет использовать, когда, например, интерполяция вот этого вот дельта фильтра ломается, меняя различные типы. Вот, допустим, если я сейчас буду переключать. Нет, здесь он не переключается. Так. В общем, бывают такие ситуации, когда контур куда-то уезжает, и нужно просто несколько раз вот так пощелкать, чтобы переключить режим. Вот, кстати, вот здесь видно, что вот этот узел я переключаю в разные варианты, и он немножко по-разному себя ведет. Вот, можно его по диагонали сделать. Вот, это тоже можно переключать. В общем, комбинируя вот эти все варианты, я думаю, вы как-нибудь там разберетесь, что можно с этим сделать. Вот. Если мы посмотрим на сам контур, то чем он отличается? Он отличается тем, что мы видим синие точки. Но если мы несколько раз на него кликнем, там один раз кликнем, мы попадем на оригинальный контур, который мы точно так же, как и элемент референс, можем менять. Вот видите, он меняется. Поэтому тут надо аккуратно. Для того, чтобы войти в режим дельта-фильтра, нужно просто переключиться на букву, и она по умолчанию у вас будет первая. Но если мы нажимаем на нее, переключаемся на оригинальный контур. Почему это происходит? Потому что мы в иерархии элементов на панели Elements мы переключаемся между режимом дельта-фильтра, дальше у нас режим элемент референса, и в самом низу уже у нас режим или уровень самого контура. Поэтому, когда вы работаете с дельта-фильтром, обязательно смотрите, чтобы вот это все было синее. Ну и тут, соответственно, тоже контролируйте, что именно вы изменяете, чтобы случайно не испортить элемент референса. Вот. Ну и последнее, что здесь у нас есть, это вот эти точки. Точки, ну я думаю, это достаточно очевидно. Они показывают то, насколько по вертикали и по горизонтали у нас сместился узел относительно его оригинала. Поэтому тут даже особо говорить нечего. А сейчас я что могу сделать? Я могу сейчас применить вот этот дельта-фильтр в его текущем виде, либо отменить его вообще, чтобы можно было, так сказать, продолжить работать. Допустим, я его сейчас применю, нажимая вот сюда, либо могу выбрать элемент, и окажется вот это вот у нас применяет его. Могу точно так же его удалить, либо удалить через вот эту кнопку. Допустим, я его сейчас применю, и мы видим, что у нас в реальном времени переделался в обычный контур, и теперь он никак не связан с вот этим элементом. Отменю это все, и, допустим, я хочу все полностью сбросить, я могу нажать вот сюда, и все, у меня элемент референс сохранился, я точно так же вот могу все двигать, все работает, все окей. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.